Привет! Тема истории Соединенных Штатов Америки с 1776 года по 1789 год. Между 1776 и 1789 годами Соединенные Штаты стали независимым государством, приняли и ратифицировали новую конституцию и создали федеральное правительство. Американские революционные лидеры провели протесты, которые быстро переросли в политическую революцию, за которой последовала война за независимость. 13 колоний 13 colonies, это группа британских колоний на восточном побережье Северной Америки. В 1776 году подписали Декларацию независимости United States Declaration of Independence и официально объявили о непризнании власти Великобритании. Боевые действия в войне за независимость США начались между ополченцами колоний и британской армией в 1775 году. 4 июля 1776 года Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости США. Под руководством генерала Джорджа Вашингтона континентальная армия и флот нанесли поражение британским военным, обеспечив независимость 13 колоний. В 1789 году были заменены статьи Конфедерации Вечного Союза 1777 года Articles of Confederation and Perpetual Union Конституции Соединенных Штатов Америки. И на сегодняшний день Конституция США United States Constitution – это основной закон Соединенных Штатов Америки, имеющий высшую юридическую силу. В течение 17 и 18 веков британские колонии в Америке были в значительной степени самоуправляемыми. Половина белых мужчин в Америке могла голосовать. Они разработали свою собственную политическую идентичность и системы, которые во многом отличались от британских. Эта новая идеология была решительно республиканской политической точкой зрения, которая отвергала королевскую власть, аристократию, коррупцию и призывала к суверенитету народа, подчеркивая гражданский долг. В 1763 году с победой Великобритании в войне с французами и индейцами, это четвертый и последний вооруженный колониальный конфликт Северной Америки между Великобританией и ее колониями с одной стороны и Францией, союзными с ней индейскими племенами с другой, являвшийся особым театром Семилетней войны. Этот период изоляции завершился гербовым актом или актом о гербовом сборе. Акт о гербовом сборе The Stamp Act 1765 года, закон о налогообложении, был принят британскими властями в отношении североамериканских колоний. Согласно данному документу, все торговые сделки, продажа газет, книг, брошюр, игральных карт и некоторых других товаров, а также оформление любых гражданских документов облагались штемпельным сбором в пользу короны. Ряд новых фискальных мер был призван обеспечить снижение госдолга Великобритании, увеличившегося в результате Семилетней войны, пополнить опустевшую казну и компенсировать высокие расходы, необходимые для защиты границы колонистов от набегов индейцев. Новый закон вызвал массовые протесты и волнения в североамериканских колониях. Не имея собственных представителей в парламенте, колонии лишались возможности влиять на структуру и характер налогообложения, цель и методику их взимания и расходования. На улицах городов возникли стихийные антианглийские демонстрации и митинги. В Бостоне возбужденная толпа разгромила особняк вице-губернатора. Под натиском колонистов Великобритания отступила. Акт о гербовом сборе так и не был реализован. В 1766 году он был аннулирован английским парламентом. В общем, британское правительство начало вводить намеренно налоги, и это таким образом спровоцировало американцев. Споры с Лондоном обострились. К 1772 году колонисты начали создавать свою политическую легитимность. Они начали формировать теневые правительства, основанные на комитетах, которые координировали протесты и сопротивление. Они созвали Первый континентальный конгресс в 1774 году. Первый континентальный конгресс, съезд депутатов от 12 из 13 американских колоний Великобритании. Причиной созыва послужили невыносимые законы, или еще их называли гнусные законы. Законы, принятые британским парламентом и направленные на остановку растущего сопротивления американских колоний. Конгресс заседал в Филадельфии. В его работе принимали участие 56 представителей от всех американских колоний Великобритании, за исключением Джорджии, Канады, Бермудских, Багамских островов и островов Карибского моря. В съезде участвовал и один из 7 делегатов Вирджинии, будущий президент США Джордж Вашингтон.
Когда сопротивление в Бостоне достигло кульминации в бостонском чаепитии в 1773 году, бостонское чаепитие Boston Tea Party, акция протеста американских колонистов 16 декабря 1773 года в ответ на действия британского правительства, в результате которых в бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший английской Остинской компании. Это событие американской истории стало толчком к началу американской революции. Лондон ввел невыносимые законы, Intolerable Acts или принудительные акты, Coercive Acts. Они были направлены на усиление роли Великобритании в управлении американскими колониями. С помощью этих законов король и парламент намеревались остановить растущее движение сопротивления в колониях. Однако эти меры только усугубили ситуацию, поскольку колонисты сочли их деспотическими нарушениями своих прав. Невыносимые законы стали толчком для созыва Первого континентального конгресса, целью которого было принятие мер для противодействия политике, проводимой Великобританией. Патриоты Массачусетса и других колоний подготовили свои ополчения и приготовились сражаться. Генерал Вашингтон взял на себя 5 главных ролей во время войны. Первое. Он разработал общую стратегию войны в сотрудничестве с Конгрессом. Целью всегда была независимость. Когда Франция вступила в войну, он тесно сотрудничал с солдатами, которых она послала. Они сыграли решающую роль в Великой победе в битве при Йорктауне в 1781 году. Их помощь привела к тому, что Америка в целом выиграла войну. Второе. Он обеспечил руководство войсками против основных британских сил в 1775-77 годах и потом в 1781 году. Он проиграл много сражений, но никогда не сдавал свою армию во время войны и продолжал безжалостно сражаться с англичанами до конца войны. Вашингтон усердно работал над созданием успешной шпионской системы для обнаружения британских объектов и для раскрытия планов. В 1778 году он сформировал группу, которую возглавил Бенджамин Талмадж, чтобы шпионить за британскими движениями в Нью-Йорке. В 1780 году он обнаружил, что Бенедикт Арнольд был предателем. Третье. Ему было поручено отбирать и направлять генералов. В июне 1776 года Конгресс предпринял свою первую попытку начать военные действия с комитетом, известным как Совет по военным вопросам и боеприпасам, на смену которому в июле 1777 года пришел военный совет, в который в конечном итоге вошли военнослужащие. Командная структура вооруженных сил представляла собой своего рода мешанину. Результаты были неоднозначными, так как некоторые из любимцев Вашингтона никогда не овладевали искусством командования, особенно Джон Салливан. В конце концов он нашел способных офицеров, таких как Натаниэл Грин, Дэниел Морган, Генри Нокс и Александр Гамильтон. Про Александра Гамильтона есть видео на канале, я оставлю ссылку. Американские офицеры никогда не превосходили своих противников в тактике и маневрах, и они проигрывали множество сражений. Большие успехи в Бостоне 1776 год, Саратоге 1777 год и Йорктауне 1781 год были достигнуты благодаря тому, что британцы оказались далеко от базы с гораздо большим количеством войск. Четвертое. Он взял на себя ответственность за подготовку армии, обеспечение ее продовольствием и так далее. Он поручил Фридриху Вильгельму фон Штойбену обучать, тренировать американских военных. Он превратил армию Вашингтона в дисциплинированную и эффективную силу. Пятое. Самая важная роль Вашингтона – это вооруженное сопротивление короне. Он выступил в качестве представителя революции. Его долгосрочная стратегия состояла в том, чтобы постоянно поддерживать армию в полевых условиях, и в конечном итоге эта стратегия сработала. Его огромный личный и политический авторитет, а также его политические навыки заставляли Конгресс, армии, французов, ополченцев и Штаты стремиться к общей цели. Кроме того, он навсегда установил принцип, когда добровольно сложил полномочия и распустил свою армию после победы в войне, вместо того, чтобы объявить себя монархом.
пишет Роберт Римини, 18 апреля 1775 года генерал Гейдж в Массачусетсе послал 1000 солдат, чтобы предотвратить предполагаемую поставку ружей и боеприпасов в Конкорд. Пол Ревер выехал верхом из Бостона, чтобы предупредить колонистов о приближении солдат. В Лексингтоне рота минитменов, так назвали ополченцев, попыталась задержать британцев и была обстреляна. В столкновении погибло 8 минитменов. Британцы дошли до Конкорда, где уничтожили все найденное оружие, а затем повернули в Бостон, но по пути подверглись нападению колонистов, засевших за деревьями, кустами и оградами. В результате британцы потеряли почти 300 человек личного состава. Положение еще больше обострилось в ночь на 16 июня 1775 года, когда полковник Уильям Прескотт с 1600 колонистами засел на Бритс-Хилле, а генерал Гейдж приказал солдатам выбить их с позиции. Британцы атаковали трижды, потеряли более 1000 человек, пока наконец добрались до окопов на вершине холма, где укрывались американцы. К тому моменту у колонистов закончился порох, и они бежали, оставив укрепления. При этом их потери составили треть от потерь британцев. Битва, названная битвой при Банкер-Хилле, стала одной из самых кровопролитных в войне за независимость США. В этом сражении пала 8-я часть всех британских офицеров, погибших за время войны. Генерал Генри Клинтон вместе с генералом Уильямом Хау и Джоном Бергойном, прибывший накануне в Бостон с подкреплением, метко прокомментировал битву при Банкер-Хилле. Еще одна такая победа, и сообщать о ней будет некому. В обстановке нарастающего насилия 10 мая 1775 года собрался Второй континентальный конгресс и принял решение добиваться удовлетворения претензий более радикальными мерами. Была создана континентальная армия во главе с Джорджем Вашингтоном, выпущена собственная валюта, велись переговоры с иностранными государствами в расчете на их поддержку и военное вмешательство. Для подавления мятежа британцы отправили в Америку 20 000 немецких наемников, чем только укрепили решимость колонистов. В опубликованном в январе 1776 года памфлете «Здравый смысл» (Common Sense) Томас Пейн призывал их добиваться независимости. Про Томаса Пейна есть видео на канале, я оставлю ссылку. В каждом штате меньшинство выражало верность королю, но нигде у них не было власти, лоялисты находились под пристальным наблюдением, были захвачены поместья откровенных лоялистов. Зимой 1775-76 годов патриоты предприняли попытку вторжения в Канаду, но потерпели поражение под городом Квебек. Захват Квебека провалился, вынуждены были отступить к Бостону. Здесь они участвовали в операциях против осажденного британского гарнизона, который вынужденно был эвакуирован 17 марта 1776 года. Во время дебатов, связанных с Декларацией независимости, Томас Джефферсон хотел включить положение, которое осудило бы короля Георга III за ведение жестокой войны против самой человеческой природы, нарушающей права на жизнь и свободу, навязывание рабства, что навлекало на себя же жалкую смерть. Другими словами, он осудил работорговлю как отвратительную торговлю, а само рабство как жестокую войну против человеческой природы. В дальнейшем это положение было отменено по причине ультиматума. Непрерывно работавший континентальный конгресс 2 июля 1776 года проголосовал за провозглашение независимости США, что означает, что они не являются больше колонией Британской империи. Через 2 дня, 4 июля, была принята Декларация независимости США, написанная комитетом из 5 человек, в которые входили Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Джон Адамс, Роджер Шерман и Роберт Ливингстон. Про Джона Адамсона, Роджера Шермана и Роберта Ливингстона есть видео на канале, я оставлю ссылки. Декларация утверждала, что все люди созданы равными, с определенными неотъемлемыми правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью, и что для обеспечения этих прав среди людей учреждаются правительства, а также перечислялись основные колониальные претензии к короне. С тех пор 4 июля отмечается как День независимости США, Independence Day. Британцы вернулись в строй
в августе 1776 года. Высадившись в Нью-Йорке, они разгромили континентальную армию в Лонг-Айлендском сражении, в одном из крупнейших сражений войны. Лонг-Айлендское сражение – одно из первых сражений войны за независимость США 27 августа 1776 года между английскими войсками генерала Уильяма Хау и американскими силами генерала Израиля Патнема. Они быстро захватили Нью-Йорк и почти захватили Вашингтона и его армию. Англичане сделали город своей главной политической и военной базой в Северной Америке, удерживая его до конца 1783 года. Город был местом назначения беженцев-лоялистов и центром разведывательной сети Вашингтона. Британцы вскоре захватили Нью-Джерси, и судьба Америки выглядела туманной. Но Вашингтон нанес ответный, внезапный удар, переправившись через ледяную реку Делавэр в Нью-Джерси и разгромил британские армии в сражениях при Трентоне и Принстоне, тем самым вернув себе Нью-Джерси. Победы придали важный импульс патриотам в то время, когда моральный дух падал. В начале 1777 года в Лондоне был разработан грандиозный британский стратегический план «Саратогская кампания». Саратогская кампания 1777 года, Saratoga Campaign, была одной из кампаний войны за независимость США, в ходе которой британское командование в Северной Америке попыталось взять под контроль стратегически важную долину реки Гудзон. Она закончилась капитуляцией британской армии под Саратогой, и это стало поворотным моментом войны, поскольку привело к вступлению в войну Франции. Главной британской действующей силой была армия генерала Джона Бергойна, и, имея в своем распоряжении 8 тысяч человек, он в июне начал наступление из Квебека, начал наступать на юг, вступая в перестрелки с небольшими отрядами американцев. В сентябре и октябре он понес большие потери в сражениях под Саратогой, после чего обстоятельства заставили его сдаться генералу Хорейша Гейтсу 17 октября 1777 года. Причинами провала кампании были неудачные коммуникации и плохое планирование. Победа под Саратогой показала англичанам, которые до этого считали колонистам разношерстной толпой, которую можно легко рассеять, что у американцев есть сила и решимость продолжать борьбу. Как сказал один британский офицер, мужество и упорство, с которыми сражались американцы, были всеобщим изумлением. И теперь мы полностью убедились, что они не являются тем презренным врагом, каким мы их до сих пор представляли, неспособными выдержать регулярное сражение, и что они будут продолжать сражаться. Победа американцев под Саратогой убедила Францию вступить в войну на стороне США, предоставить кредиты, армию, снаряжение, открыть боевые действия на море. Был заключен американо-французский договор 1778 года, оборонительный пакт между США и Францией, приведший к объявлению войны Франции и Великобритании. По условиям договора Франция обязалась защитить свободу, суверенитет и независимость США и не складывать оружие до тех пор, пока Англия не признает независимость США. Вскоре к Франции присоединились Испания и Нидерланды, обе крупные военно-морские державы, были заинтересованы в подрыве британской мощи. Британия столкнулась с серьезной угрозой, и участие французского флота нейтрализовало их прежнее доминирование в войне на море. Британия осталась без союзников. Британцы попытались добиться результата путем проведения кампании по захвату Южных Штатов. Имея в своем распоряжении ограниченные регулярные войска, британское командование осознало, что успех зависит от широкомасштабной мобилизации лоялистов. В конце декабря 1778 года британцы захватили Саванну, в 1780 году они предприняли новое вторжение и захватили также Чарльстон. Значительная победа в битве при Камдене означала, что захватчики вскоре уже будут контролировать большую часть Джорджии и Южной Каролины. Британцы создали сеть фортов в глубине страны, надеясь, что лоялисты сплотятся под флагом. Однако лоялистов оказалось недостаточно, и британцам пришлось уйти. Они пробились на север, Северную Каролину, Вирджинию или Виргинию, сильно ослабленной армией. Позади них большая часть территории, которую они покинули, растворилась в хаотической партизанской войне. Поскольку группы лоялистов одна за другой были подавлены патриотами, британская армия под командованием Чарльза Корнуоллиса двинулась к Йорктауну, штат Вирджиния или Виргиния, где они ожидали, что их спасет британский флот. Однако, когда этот флот был разбит французским флотом, они оказались в ловушке и были окружены силами американцев и французов под командованием Вашингтона. 19 октября 1781 года Корнуоллис сдался. Известие о поражении фактически положило конец боевым действиям в Америке, хотя морская война или война на море продолжалась. Поддержка конфликта никогда не была сильной в Великобритании, где многие сочувствовали повстанцам, но теперь она достигла минимума. Король Георг лично хотел продолжать борьбу, но он в целом потерял контроль над парламентом и был вынужден согласиться на мирные переговоры.
время как боевые действия подходили к концу, северные колонии, несмотря на неодобрение Юга, строили планы по прекращению одной из самых жестоких войн Британии против человеческой природы. К 1780 году Пенсильвания и Массачусетс уже отменили рабство. Пенсильвания приняла закон о постепенной отмене рабства, в результате чего впервые в истории человечества рабство было отменено демократией. Массачусетс начал применять свои законы против рабства в 1783 году. Длительные переговоры привели к Парижскому миру. Парижский мир – система подписанных в Париже и Версале при посредничестве французского короля Людовика XVI договоров, завершивших американскую войну за независимость между Великобританией с одной стороны и США, Францией, Испанией и Нидерландами с другой. Предусматривалось 10 статей. Первая статья. Великобритания признавала 13 колоний в качестве суверенных и независимых государств, штатов и отказывалась от каких-либо претензий на управление ими, их территорией и собственность. Вторая статья. Устанавливалась граница между США и Британской Северной Америкой. Третья. США предоставлялось право рыболовства в заливе Святого Лаврентия не только. Четвертая статья. Признавались обязательства по выплате законно возникших долгов кредиторам обеих сторон. Пятая статья. Конгресс Конфедерации должен был убедительно рекомендовать штатам принять решение о выплате компенсации за конфискованную собственность лоялистов. Шестая. США обязались предотвратить дальнейшую конфискацию собственности лоялистов. Седьмая статья. Освобождались военнопленные обеих сторон. Британская армия подлежала немедленному выводу с территории США, воздерживаясь от повреждения или вывоза американской собственности, принадлежавшие штатам или их гражданам, и оказавшиеся в распоряжении армии Великобритании подлежали возврату владельцам. Восьмая. Обе стороны получали вечный доступ к Миссисипи. Девятая статья. Территории, захваченные сторонами после подписания предварительного соглашения 30 ноября 1782 года, подлежали возврату без компенсации. Десятое. Ратификация договора должна была произойти в течение 6 месяцев после подписания. В целом, революция породила символы, которые отражают фундаментальные добродетели. Конфедеративный период, период политической истории США в
в 1780-х годах, который начался в 1781 году ратификацией статей Конфедерации и завершился в 1789 году с появлением Конституции США. В течение 1780-х годов нация была охвачена широким спектром внешних и внутренних проблем. Штаты вели небольшие торговые войны друг против друга, и им было трудно подавлять восстания, например, как восстание Шейса в Массачусетсе. Восстание Шейса, Шейс's Rebellion, вооруженное восстание в центральном и западном Массачусетсе с 1786 по 1787 год. Возглавил восстание капитан Дэниел Шейс, ветеран войны за независимость США, этнический ирландец. Повстанцы требовали отмены всех долгов, равного распределения земель и имущества, справедливого судопроизводства и принятия налоговых и законодательных мер. Казна была пуста и не было никакой возможности выплатить военные долги, Конгресс был бессилен помочь. Некоторые историки описывают, что это было мрачное и сложное время для новой нации. Мэрил Дженсен и другие утверждают, что термин «критический период» преувеличен, что это было также время экономического роста и политического созревания. Как пишет Роберт Римини, Штаты спорили друг с другом и с центральным правительством из-за границ торговли, долгов, валюты. Положение дела ухудшилось, когда вспыхнул мятеж в Массачусетсе, где оказавшиеся в тяжелом положении фермеры требовали, чтобы закон защитил их от продажи ферм за долги и обесценивания денег. Губернатор Джеймс Балдин призвал полицию для наведения порядка, но Дэниел Шейс, который во время войны за независимость был офицером, собрал войско в 1200 человек и поздней осенью 1786 года двинулся в маршал Спрингфилд. После нескольких стычек с мятежниками полиция под командованием Бенджамина Линкольна к марту 1787 года подавила восстание. Шейс бежал и позже был прощен. В полном соответствии со статьями Конфедерации правительство не пришло на помощь массачусетским властям, хотя Конгресс уполномочил министра обороны Генри Нокса задействовать войска численностью в 1000 солдат для борьбы с бунтовщиками. В истории Конфедерации этого периода были и светлые моменты. Так, 16 января 1786 года Генеральная ассамблея штата Вирджиния приняла биль о религиозной свободе, написанный Томасом Джефферсоном. Биль гласил, что никто не может быть принужден вступить в церковь и поддерживать ее, а также подвергаться дискриминации из-за религиозных убеждений. Джефферсон считал этот документ наряду с Декларацией независимости и созданием Университета Вирджинии своим самым значительным достижением в роли государственного деятеля. Но на уровне центрального правительства дела шли все хуже и хуже. Одной из главных проблем стал экономический спад 1780-х годов, продолжавшийся на протяжении ряда лет. Упадок пришла торговля, снизились заработки, а бумажные деньги, выпущенные несколькими штатами, достигли объема $1 миллион и неуклонно обесценивались. Кое-кто уже подумал о внесении поправок в статьи Конфедерации, но вскоре стало ясно, каким трудным будет это дело. Впрочем, Конгресс достиг заметного успеха, действуя на основе статей Конфедерации. 13 июля 1787 года был принят Северо-Западный ордонанс, в соответствии с которым в Союз могли вступать новые штаты. Ордонанс установил управление на территории к северу от реки Огайо, уступленной Нью-Йорком, Коннектикутом, Массачусетсом и Вирджинией. Парижский договор оставил Соединенные Штаты независимыми и мирными, но с нерегулированной правительственной структурой. 15 ноября 1777 года Второй континентальный конгресс разработал статьи Конфедерации, чтобы урегулировать свой собственный статус. Первое. Название Конфедерации Соединенные Штаты Америки. Второе. Устанавливается суверенитет штатов и гарантируется их полномочия в той части, в какой они не переданы Конфедерации. Третье. Устанавливаются цели создания Конфедерации. Штаты обязываются помогать друг другу. Четвертое. Устанавливается свобода передвижения граждан штатов по Конфедерации, обязанность штатов экстрадировать преступников. Пятое. Принцип «один штат имеет один голос» в Конгрессе и порядок назначения представителей в Конгресс. Представители определяют легислатуры штатов. Каждый штат должен иметь не менее 2 и не более 7 представителей в Конгрессе. Одно лицо не может быть представителем более 3 из каждых 6 лет. Шестое. Международные отношения являются исключительной компетенцией Конфедерации. Штатам запрещается иметь собственные вооруженные силы, за исключением ополчения, и военный флот без разрешения Конгресса. Седьмое. Порядок присвоения военных званий. Во время войны звания ниже полковника присваивают легислатуры штатов. Восьмое. Расходы Конфедерации оплачиваются из сборов, установленных легислатурами штатов и распределенных по штатам пропорционально стоимости земли в штатах. Девятое. Полномочия Конфедерации, объявление войны, стандартизация мер и весов, включала
денежное обращение, рассмотрение споров между штатами. 10. Комитет штатов, орган, исполняющий обязанности правительства в перерывах между сессиями Конгресса. 11. Устанавливается порядок принятия нового члена. Канада, современная провинция Квебек, принимается по умолчанию, в остальных случаях требуется одобрение 9 штатов. 12. Подтверждение обязательств, принятых на себя Соединенными Штатами до утверждения статей Конфедерации. 13. Порядок изменения статей. Изменения должны быть одобрены всеми штатами. Хотя историки в целом согласны с тем, что статьи были слишком слабыми, чтобы удержать быстро растущую нацию вместе, они отдают должное Конгрессу за разрешение конфликта между штатами из-за владения западными территориями. В дальнейшем была предложена идея конвенции, чтобы пересмотреть статьи Конфедерации, и она получила поддержку. Александр Гамильтон, будучи главным помощником Вашингтона, понял, что сильное центральное правительство необходимо, чтобы избежать иностранного вмешательства и смягчить разочарование из-за неэффективности Конгресса. Гамильтон возглавил группу единомышленников, получил одобрение Вашингтона и созвал конвенцию в 1786 году, чтобы обратиться к Конгрессу с просьбой созвать собрание, чтобы решить вопрос, связанный с устранением долгосрочного кризиса. Конгресс призвал каждый штат направить делегатов на собрание, которое состоится в Филадельфии. Хотя заявленная цель состояла в том, чтобы внести поправки в статьи Конфедерации, многие делегаты, включая Джеймса Мэдисона, про Джеймса Мэдисона есть видео на канале, я оставлю ссылку, Джорджа Вашингтона, хотели использовать собрание для разработки новой Конституции Соединенных Штатов. Национальные лидеры встретились в Филадельфии в 1787 году, чтобы создать новую Конституцию. Те, кто выступал против новой Конституции, стали известны как антифедералисты. Те, кто выступал за Конституцию, назвали себя федералистами и быстро обрели сторонников по всей стране. Самыми влиятельными федералистами были Александр Гамильтон и Джеймс Мэдисон, авторы записок Федералиста. Федералист, записки Федералиста, сборник из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США. Федералист считается не только ценнейшим источником толкования Конституции США в сборнике значения положений Конституции разъясняется самими ее авторами, но и выдающимся философским и политическим произведением. Противники плана создания более сильного правительства, антифедералисты, опасались, что правительство, обладающее сильными полномочиями по налогообложению, вскоре станет таким же деспотичным и коррумпированным, какой представляла собой Великобритания. Наиболее известными писателями-антифедералистами были Патрик Генри и Джордж Мейсон, которые требовали включения Билли о правах в Конституцию. Федералисты получили большой престиж и преимущество благодаря одобрению Джорджа Вашингтона. Томас Джефферсон высказывал оговорки по поводу предлагаемой Конституции. Он решил сохранять нейтралитет в дебатах и согласиться с любым исходом. Обещание Билли о правах, неофициальное название первых 10 поправок Конституции США, которые закрепляют основные права и свободы человека и гражданина, поправки 1.4, и обеспечивают механизм их реализации, поправки 5.10. От Мэдисона обеспечила ратификацию в Виргинии или Вирджинии. В дальнейшем решение стало единогласным среди 13 штатов. Вашингтон стал первым президентом, Джон Адамс стал первым вице-президентом. Нью-Йорк был объявлен столицей страны. Как пишет Роберт Римини, никто не сомневался в том, кто будет избран президентом. Вся Америка любила Джорджа Вашингтона, героя войны, отстоявшего национальную независимость. Казалось, что без него союз невозможен, и выборщики единодушно избрали его главой исполнительной власти, а Джона Адамса вице-президентом. Узнав о своем избрании, Адамс немедленно отправился в Нью-Йорк, а Вашингтон 8 дней добирался туда пешком от Маунта Вернона через Филадельфию и Нью-Джерси. 30 апреля 1789 года прошла торжественная инаугурация, достойная этого непревзойденного героя. Под руководством Мэдисона Первый Конгресс создал все необходимые правительственные учреждения, и плюс было выполнено обещание о Билли о правах. Александр Гамильтон создал Федералистскую партию. Она контролировала национальное правительство до 1801 года. Однако по-прежнему сохранялись сильные настроения в пользу прав штатов и ограниченного федерального правительства. Это стало платформой для новой партии, республиканской или демократическо-республиканской партии, которая взяла на себя роль оппозиции федералистам. Джефферсон и Мэдисон были ее основателями и лидерами. Республиканцы-демократы решительно выступили против Гамильтона и Первого национального банка Соединенных Штатов.
В американской внешней политике доминировало начало французских революционных войн между Соединенным Королевством и Францией. Республиканцы поддерживали Францию, поощряя французскую революцию как силу демократии, в то время как администрация Вашингтона выступала за продолжение мира и торговли с Великобританией, подписала договор Джея к большому отвращению республиканцев-демократов, которые обвинили Гамильтона и федералистов в поддержке аристократии и тирании. Договор Джей, англо-американский договор о дружбе, торговле и мореплавании, подписанный в Лондоне 19 ноября 1794 года особым уполномоченным США Джоном Джеем и британским министром иностранных дел лордом Гренвиллем. Инициатором заключения договора был секретарь казначейства США Александр Гамильтон. Подписание договора привело к серьезному политическому кризису в США и к перестановкам в кабинете Джорджа Вашингтона. Осложнились отношения Вашингтона с Мэдисоном и Джеймсом Монро. Джон Адамс сменил Вашингтона на посту президента в 1797 году и продолжил политику своей администрации. Республиканцы Джефферсона взяли под контроль федеральное правительство в 1801 году. Федералисты так и не вернулись к власти. Несколько тысяч американцев поселились к западу от горной системы Апалачи до 1775 года. Заселение продолжалось, и к 1782 году в области, расположенной к западу от горной системы Апалачи, поселилось 25 тысяч американцев. Коренные американцы стремились к созданию независимого барьерного государства индейцев при поддержке британцев и под защитой британцев, что представляло собой серьезную внешнеполитическую проблему для Соединенных Штатов. Думаю, на этом все. Всего доброго.